Когда у Сюзанны начались экстренные роды, она изо всех сил надеялась, что с ее ребенком все будет в порядке. Она годами молилась за этого ребенка, но когда врачи показали ей ребенка, она сразу поняла, что что-то не так. В течение многих лет милая Сюзанна и ее муж пытались забеременеть этим ребенком. Наконец она снова была беременна, и на этот раз ребенок развивался в ее животе. К сожалению, из-за всех выкидышей, которые у нее были в прошлом, Сюзанна очень настороженно относилась к современной медицине. По ее мнению, это было самое худшее для ее будущего ребенка. Она настаивала на том, что ей не нужны никакие ультразвуковые исследования, прививки или обследования. Она была убеждена, что благодаря комплексному природному уходу она может доверять своему организму и расти здоровой. Ее муж поддержал это предложение. Он не возражал против того, что она посещала этот курс, поскольку все, казалось, шло гладко. Малыш рос у нее в животе, и Сюзанна, казалось, чувствовала себя прекрасно, если не считать небольшой припухлости и усталости в некоторых местах. Но Сюзанна все время уверяла его, что это совершенно нормально. Что если возникнет необходимость, он может отвезти ее в больницу так быстро, как только сможет. Но до тех пор ему придется оставить ее в покое. Сюзанна старалась вести себя как можно более нормально. Она продолжала заниматься спортом и, как обычно, ходила на работу. Когда ее животик увеличился, она начала читать малышу и получать удовольствие от его движений. Это был восхитительный опыт. Во-первых, она так долго ждала этого. Когда у нее начался 3-й триместр, ситуация начала понемногу меняться. Казалось, за одну ночь она опухла из-за задержки жидкости. Настолько сильно, что у нее начали пульсировать ступни, как будто кожа у нее немного натянулась. Ребенок также начал немного замедляться, не будучи таким активным, как раньше. Сюзанна провела небольшое исследование, но ее утешила мысль о том, что ребенок просто становится больше, что мешает ему больше двигаться. Однако проблема с опухолью была не такой очевидной. Когда она провела свое исследование, состояние показалось ей немного тревожным, но не настолько, чтобы обращаться в больницу. Если бы это зависело от нее, она бы как можно дольше держалась подальше от такого зараженного места. Конечно, она никогда не рассказывала мужу о своих страданиях. Она не хотела беспокоить его понапрасну, поэтому спрятала ноги и попыталась вести себя как обычно. Однако из этого ничего не вышло. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что его жене не здоровится. Ее лицо стало вдвое больше, чем было, когда он утром уходил на работу. Ее кожа была липкой, и довольно скоро она даже перестала что-либо соображать. Испуганный происходящим, он бросил ее в машину и помчался в больницу так быстро, как только мог. Когда сотрудники скорой помощи привезли Сюзанну, они сразу же спросили, кто ее акушер-гинеколог. Услышав, что у нее его нет, персонал почти автоматически понял, что она не прошла все плановые обследования. Из-за этого они поспешили обратиться к акушеру-гинекологу, чтобы узнать, что происходит. Судя по показателям ее жизненно важных показателей, они могли видеть, что у нее было очень высокое кровяное давление. Это никогда не было хорошим знаком для беременной женщины. Почти всегда это означало, что надвигается трагедия. Им нужно было проверить состояние здоровья ребенка и как можно быстрее извлечь его. На самом первом УЗИ в возрасте 34 недели врачи не заметили особых отклонений, но это должно было скоро измениться. Состояние Сюзанны продолжало ухудшаться. Ее базальная температура тела начала повышаться слишком быстро, и она начала потеть, как будто бежала марафон. Частота сердечных сокращений и кровяное давление также продолжали расти. Врачи были обеспокоены. Им нужно было прооперировать ее как можно скорее, но они не были уверены, как она это воспримет.
Они уже имели дело с такими, как она, и знали, что те, кто избегает традиционной медицинской практики, как правило, плохо переносят экстренные процедуры. Но она была на грани помешательства, и ей нужно было быстро успокоиться, если она собиралась когда-нибудь встретиться со своим ребенком. Хирурги отвели ее мужа в сторону и сразу же начали объяснять, что от него требуется. Он, не теряя времени, проинформировал Сюзанну. Как они и предполагали, их действия были встречены с большим протестом, но он был подавлен просьбами ее мужа подумать о более широкой картине. Если она будет упрямиться, и она, и ее ребенок могут умереть. Поэтому она очень неохотно согласилась на экстренное кесарево сечение. Как только она подписала документы, это было похоже на эффект домино. Все начало вставать на свои места. Ее быстро подготовили к операции и надели маску на лицо. Через несколько секунд она вообще ничего не могла видеть. Все вокруг потемнело, и вскоре она потеряла сознание. Обрадованный тем, что они смогли доставить пациентку в операционную без каких-либо осложнений, медицинский персонал теперь сосредоточился на том, чтобы благополучно вытащить ребенка. Однако это оказалось гораздо более сложной задачей, чем обычно. Как они и подозревали, у Сюзанны развилась преэклампсия, и, очевидно, она была у нее уже некоторое время. Из-за повышенного кровяного давления оперировать было крайне сложно. Им нужно было быть абсолютно уверенными, что операция не вызовет слишком большой потери крови, иначе она могла бы умереть. Но им нужно было вытащить ребенка, поэтому они умело провели сложное кесарево сечение. Хирург доктор Мадиб старательно делал надрезы с максимальной точностью. Он хотел, чтобы повреждения были как можно меньше. Его главной заботой была мать, поскольку в его обязанности входило убедиться, что она благополучно добралась домой со своим ребенком. В течение 5 мучительных минут они вскрыли Сюзанну и смогли извлечь ребенка. Недолго думая, хирург принял роды в обычном порядке и перерезал пуповину. Даже не взглянув на малышку, он передал ее медсестрам, которые с нетерпением ждали, когда они выполнят свою работу. Пока он судился с матерью, он прислушивался к крику ребенка, определяемому по шкале Апгар. Очень часто из-за холодной атмосферы театра в сочетании с очень ярким освещением младенцы стимулировали себя, но этот ребенок был другим. Доктор Маттаб внимательно прислушивался к первому здоровому крику, но ничего не происходило. Краем глаза он видел, как педиатры и медсестры лихорадочно трудятся над ребенком. Затем внезапно он услышал общий вздох, донесшийся из угла комнаты. Не обращая на это внимания, он понимал, что бы ни происходило в углу, это должно там и остаться. Ему нужно было сосредоточиться на том, чтобы Сюзанна снова выздоровела. Все началось, конечно, с того, что на нее подали в суд, а затем снизили ее кровяное давление. Это было очень просто. Каждый раз, когда врачи думали, что им удалось стабилизировать ее кровяное давление, она снова сталкивалась с резким скачком. Организм был в состоянии абсолютного шока, с которым она изо всех сил пыталась справиться, но после переливания крови и капельницы им, наконец, удалось стабилизировать ее состояние. К счастью, она была под общим наркозом, так что инцидент не нанес ей серьезных травм. Это было единственным утешением для хирургической бригады. Они перевезли Сюзанну в отделение реабилитации и оставили ее приходить в себя в свое время. Как только это было сделано, заинтригованная хирургическая бригада связалась с командой, занимающейся ребенком. Они хотели знать, из-за чего был весь этот переполох. То, что они обнаружили, было просто поразительным. И они тоже ахнули от шока. Их сердца разрывались от боли за мать, которая только что пережила тяжелую травму, чтобы произвести на свет этого малыша. Как они собирались сообщить эту новость ей и ее мужу?
Естественно, он был первым, с кем можно было поговорить. Они немедленно проинформировали его о состоянии Сюзанны и отвезли к его дочери. Они предупредили его о том, что ему предстоит увидеть, и позволили его интуиции взять вверх на оставшейся части пути. Когда Сюзанна открыла глаза и начала приходить в себя, ей потребовалось немало времени, чтобы вспомнить, где она находится. Ошеломленная и сбитая с толку, она в панике оглядела комнату. Естественно, ее руки тут же потянулись туда, где когда-то был ее округлившийся живот. Шишка поменьше все еще была на месте, но она казалась неестественно пустой. Затем на нее обрушилась волна боли, и она поняла, что после операции двигалась слишком резко, но ей было наплевать на боль. Ей обещали, что ее ребенок будет рядом, когда она проснется. И все же она была совсем одна в своей комнате. Ее глаза наполнились слезами. Она была уверена, что потеряла своего ребенка. Едва будучи в состоянии двигаться, она отчаянно звала на помощь. Когда ее муж вошел в комнату со спокойным выражением лица, он начал успокаиваться. Он сразу же начал утешать ее, говоря, что боль скоро пройдет. Но опять же, это было не то, что ее волновало. Сквозь рыдания она спросила о ребенке. При упоминании об их ребенке она заметила, как что-то промелькнуло на лице ее мужа, но он очень быстро пришел в себя. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы Сюзанна снова пришла в бешенство. Запаниковав, она начала всхлипывать, говоря, что, по ее мнению, ее ребенок умер, и что никто не позволит ей увидеть это. Но в ответ на это ее муж покачал головой и улыбнулся. Он рассказал ей все о том, какой красивой была их маленькая девочка. Затем он указал на пустую колыбельку рядом с ее кроватью и объяснил, что малышка только что прошла кое-какие анализы и скоро вернется. Это сразу успокоило Сюзанну, но только на несколько секунд. Анализы? Какие анализы они проводили? Все ли в порядке с ребенком? Она не могла отделаться от ощущения, что муж что-то от нее скрывает. Так было до тех пор, пока врач не принес ребенка в палату. Они вручили ей маленький розовый сверток и представили ее дочери. Глаза Сюзанны снова наполнились слезами. Она держала на руках свою маленькую девочку, и это было все, о чем она когда-либо молилась. Рука. Она крепко зажмурилась и поблагодарила Вселенную за все, что у нее есть. Как только она снова открыла глаза и вытерла слезы, она, наконец, внимательно посмотрела на ребенка. Именно тогда она заметила, что все остальные в комнате внимательно наблюдают за ее реакцией. Сбитая с толку, она снова посмотрела на ребенка. Именно тогда она заметила нечто совершенно очевидное, что поначалу было трудно разглядеть. Ее маленькие ангельские глазки были закрыты, ресницы трепетали от движения, но было достаточно заметно, что веки вогнулись внутрь черепа. Озадаченная, она посмотрела на персонал и своего мужа, окружавших ее. Именно тогда она поняла, что они ждали, когда она увидит это. Там, где должны были быть глазные яблоки ребенка, ничего не было. Ребенок родился без глаз. Пытаясь найти слова, чтобы спросить, ее муж тихо шикнул на нее и начал объяснять. Их дочь родилась с проблемой зрения, из-за которой казалось, что у нее вообще нет глаз. Глазные яблоки были на месте, но они были приплюснуты. И именно поэтому веки казались такими странными. Конечно, это было довольно страшно слышать, и Сюзанна машинально стала перебирать в уме все возможные варианты того, что могло быть не так. Но тут вмешался ее врач и объяснил, что самым серьезным осложнением состояния их дочери было то, что она была слепой, в остальном у нее был совершенно здоровый ребенок, и она могла быть счастлива и гордиться тем, что он растет. Услышав это, Сюзанна почувствовала сильное противоречие. Ее дочь никогда не сможет увидеть прекрасный мир, в котором родилась. Была ли это ее вина? Могла ли она что-то сделать, чтобы предотвратить это? Врачи объяснили, что это было случайное явление,
которые она не могла предотвратить. Однако, если бы она пошла на сканирование, они, возможно, смогли бы обнаружить это гораздо раньше. Сюзанна чувствовала, что подвела свою дочь. Если бы она пошла более традиционным путем, возможно, тогда они смогли бы что-то сделать, чтобы помочь ей. Чувствуя себя совершенно неподходящей матерью, она попросила всех покинуть палату. Она велела мужу взять ребенка с собой. Ей нужно было побыть одной. Как только Сюзанна снова смогла ходить, она вразвалочку отправилась в больничную часовню, где помолилась о наставлении и прощении. Она провела в часовне несколько часов, пытаясь понять, что делать. И только когда она наткнулась в часовне на слепую молодую женщину, ее взгляд начал меняться. В этот момент произошло нечто невероятное. Погруженная в молитву, эта молодая красивая женщина подошла к Сюзанне и просто положила руку ей на плечо. Без всякого контекста она сказала, что все будет хорошо. Сюзанна потеряла дар речи. Прежде чем Сюзанна успела что-либо сказать в ответ, женщина просто ушла, опираясь на трость. Сюзанна сидела в благоговейном страхе. Она получила свой знак. Ей нужно было собраться с духом и встретиться лицом к лицу со своей семьей. У нее был ребенок, которого она должна была опекать, и она не собиралась снова подводить его. Вернувшись в свою комнату, она позвала мужа, чтобы он присоединился к ней с их дочерью. Она не обращала внимания на уродство ребенка и пыталась сосредоточиться на чем-то другом. Да, возможно, она никогда не посмотрит в ее прекрасные глаза, но она сможет услышать голос своей матери, когда та будет рассказывать свои истории. Она сможет почувствовать прикосновение своей дочери, когда будет укачивать ее перед сном. Ей еще столько всего предстояло пережить и насладиться. Она не собиралась позволить какой-то мелочи лишить ее самого лучшего, что когда-либо случалось с ней. Сюзанна храбро повернулась к мужу и извинилась за свою вспышку. Ей нужна была любая помощь, которую она могла получить, и профессиональное мнение о том, как жить дальше. Она перестала сомневаться в медицине. Она была готова доверить врачам заботу о здоровье своей дочери. Услышав это, ее муж улыбнулся от уха до уха и начал рассказывать о терапии, которой он научился в больнице. Он уже начал работать с трудотерапевтом и психологом, изучая, как во всем этом ориентироваться. Известие о том, что любовь всей его жизни и мать его ребенка согласилась присоединиться к нему, просто порадовало его. Но это было еще не все. Сюзанна также хотела поделиться своей историей с остальным миром. Она хотела, чтобы другие будущие мамы знали, что хотя медицинское сообщество и больничные процедуры могут показаться пугающими, они имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности их будущих детей. Она решила не доверять своим врачам и, в свою очередь, оказалась в шокирующей ситуации, когда у нее не было средств к существованию. Но она не собиралась повторять эту ошибку. Когда ее история распространилась в интернете, многие люди похвалили ее за реакцию на инвалидность дочери и способность признать свою ошибку в отношении медицинского сообщества. Некоторые люди даже дали ей совет, как правильно воспитывать слепого ребенка. И вот семья отправилась в свое собственное маленькое жизненное приключение, отличное от того, как к нему относятся другие, но все равно прекрасное. Редкое уродство их дочери не могло стать препятствием ни для чего. Несмотря на то, что многие люди ахали, когда видели ее, для них она была совершенством во всех отношениях. Какая прекрасная история о безусловной любви. Как бы вы отреагировали на подобную ситуацию? Как вы думаете, пренатальное сканирование что-нибудь изменило бы? Дайте нам знать, что вы думаете в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до следующего раза.